Приходя в магазин за покупками, мы с вами часто видим, что стоимость привычных продуктов питания может сильно отличаться. Приглядываясь, мы понимаем, в чем дело. Масло оказывается вовсе не маслом, а растительным спредом, сок нектаром, а сыр сырным продуктом. И весьма логичный вопрос, который возникает, это чем отличаются дорогие и дешевые версии товаров, и не выльется ли такая экономия в проблемы со здоровьем. В этом видео мы поговорим о том, какие продукты фальсифицируют чаще всего. На первом месте колбасные изделия. Пытаясь удешевить производство, изготовители используют заменители мяса, и их условно можно разделить на две группы – полезные, не снижающие пищевую ценность, и вредные. Использовать суррогаты обеих групп вполне легально, если они указаны на этикетке. Правда, не все производители пишут честный состав своей продукции, и в итоге до 80% колбасных изделий на поверку оказываются фальсификатом. Полезные суррогаты – это мясо птицы, соевый белок, растительная клетчатка и крахмал. Добавление растительной клетчатки или крахмала, вопреки распространенному мнению, не приводит к снижению пищевой ценности колбасы, а даже наоборот делает ее более сбалансированной. А вот к заменителям, ухудшающим качество конечного продукта, можно отнести, например, коллагеновый белок. Это белок из отходов мясного производства. Он безвреден, но имеет крайне низкую биологическую ценность. Его можно встретить под другими названиями, например, животный белок, белковый стабилизатор или эмульсия свиной шкурки. Если вы будете постоянно употреблять в пищу такие мясные продукты, то недалеко и до дефицита незаменимых аминокислот. Вторым заменителем, ухудшающим качество колбасы, является мясо птицы механической обвалки. Оно содержит много коллагена и осколков костной ткани. Его пищевая ценность ниже, чем у мяса птицы, и оно ухудшает вкусовые характеристики изделия из-за запаха окисленного жира и твердых включений. И третьим, не самым лучшим заменителем является жидкость или вода в виде раствора влагоудерживающих агентов, таких как фосфаты, каррагинан, камедий. Понятно, что вода дешевле мяса, а фосфаты, кроме того, в избытке вредны для здоровья, потому что нарушают обмен кальция. На качественной колбасе обязательно указывается категория А, Б или В, в зависимости от содержания, собственно, мяса. В изделиях категории А мышечной ткани не менее 80%, в изделиях категории Б от 60 до 80%, а в категории В от 40 до 60%. Отсутствие категории в маркировке колбасы или сосисок – это действительно повод задуматься. У меня есть видео, в котором упоминаются отличные способы проверки качества колбасных изделий. Ссылку можно найти в подсказке к этому видео или в описании. Хочу поговорить с вами о фальсификации молочных продуктов. Молочные продукты содержат строительный материал для организма, полноценный белок, из которого строятся мышцы и кальций, укрепляющий кости. Они включают в себя более 200 полезных для человека органических веществ, макро- и микроэлементов и в том числе витаминов. Все молочные продукты объединяет то, что они производятся из молока и не могут содержать ни грамма растительного жира. Продукт, который содержит и молочный жир в количестве не менее 50%, и растительный, уже называется молокосодержащим, а продукт, в составе которого менее 50% молочного жира, вообще не может относиться к молочным. По сути, это аналог на растительном жире. Сегодня технические регламенты на такую продукцию вообще отсутствуют, чем и пользуются недобросовестные производители, называя их сыроподобными, комбинированными или рассольными. Потребитель обычно не обращает внимания на такие названия, поскольку они написаны мелким шрифтом и, радуясь невысокой цене, считает продукт сыром, маслом или мороженым. Фальсифицированная молочная продукция вызывает всевозможные аллергические реакции, особенно у детей. Жиры немолочного происхождения никогда не заменят те полезные для детей вещества, которые есть в натуральном молоке, что в дальнейшем может привести к ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям.
Особый вред в том, что фальсифицированный продукт содержит нежелательные и подлежащие жесткому гигиеническому нормированию промышленные транзисомеры жирных кислот, которые в молочном жире отсутствуют. Поскольку другие виды жиров или немолочные обладают совершенно иными свойствами, например, вкусом, запахом и внешним видом, чем молочный жир, то для придания поддельному продукту нужных свойств недобросовестные производители широко используют различные ароматизаторы, стабилизаторы консистенции, загустители и другие компоненты, которые по требованиям в натуральных молочных продуктах не допускаются. И мы переходим ко второму продукту, который подделывают чаще всего. Чем дороже сыр, тем охотнее его подделывают. Например, популярный сорт твердого сыра пармезан. Нечестные производители с удовольствием добавили бы в него пальмовое масло, как в дешевые сорта, но это сделало бы сыр предательски мягким. Поэтому ложный пармезан они сдабривают целлюлозой, то есть продуктом переработки древесины. Настоящий пармезан почти невозможно нарезать, потому что он крошится, в нем почти нет дырочек и на изломе видны кристаллы. Чтобы проверить качество сыра, внимательно читайте состав. Правильный сыр содержит молоко, сычужный фермент, закваску, соль и хлористый кальций, чтобы улучшить сворачиваемость молока. Длинный список с упоминанием консервантов, стабилизаторов и сухого молока говорит о том, что это уже сырный продукт, а не сыр. Также, если на ломтик сыра капнуть йодом и он посинеет, значит в составе есть крахмал, и это уже сырный продукт. Еще можно поджечь на зажигалке кусочек сыра. Качественный продукт будет хорошо плавиться и издавать явный запах горелого молока, а подделка будет гореть. Следующий продукт, который часто подделывают, это тунец, и особенно консервированный тунец. По частоте подделок тунец уже давно перегнал все обозначенные выше варианты. Существует даже мнение, что в России 90% потребителей никогда не ели настоящего мяса тунца. При этом вероятность встретить его в составе суши столь же мала, как и в банке консервов. В кулинарии используют ограниченную часть тунца – брюшко, спинку и хвост. Стоимость красной рыбы очень высока, поэтому производители, поставляющие ее в магазины и рестораны, обходятся малыми жертвами, выдавая за нее дешевые виды рыб, окрашенные в нужный цвет. А при изготовлении консервов и этого делать не нужно. В процессе переработки все, как говорится, и так сгладится. При проверке качества в первую очередь обращайте внимание на внешний вид консервной банки. Во-первых, всегда лучше, если название и вся информация о продукте напечатана на самой банке, а не на бумажной этикетке. Наклейка дает больше возможностей подделать товар на любом этапе производства и продажи. Во-вторых, банка должна быть лакированной, в том числе и изнутри, но об этом вы уже, конечно, узнаете после вскрытия. Так что пока смотрите только на внешнюю сторону. Лаковое покрытие защищает от появления ржавчины, окисления и других химических процессов, которые сокращают срок хранения и снижают качество. Следующее, на что нужно обратить внимание, это маркировка. В идеале маркировка должна быть выдавлена изнутри на дне или крышке, так ее невозможно подделать. Если же маркировка все-таки напечатана, то стоит проверить, не стирается ли она, ведь такой продукт сразу вызывает много вопросов. И последнее, но не по значению, это состав. С составом все более или менее просто, чем меньше, тем лучше. В идеале в него должен входить только сам тунец и соль, тогда это действительно в собственном соку. Хуже, но не смертельно, если в составе есть вода или масло, но качество такого продукта считается ниже. С любыми другими добавками консервы лучше не брать, однако если очень захотелось, убедитесь в том, что масса любой примеси была указана в граммах, так же как и масса выхода, то есть непосредственно в филе, ведь это тоже влияет на цену. В противном случае вы рискуете купить 40 грамм рыбы по цене всех 100. Далее идет икра. Конечно, это продукт не на каждый день, слишком уж дорого. И от этого еще обиднее нарваться на подделку, потратив кучу денег на лакомство для праздничного стола. Натуральная красная или черная икра – это кладезь полезных веществ, но только натуральная.
Фальшивую икру осетровых и лососевых рыб делают из водорослей, желатина и красителей. Иногда вид безупречен, не отличишь от настоящей. Настоящие икринки лопаются на языке, они жуются как желе. Жидкости в натуральном продукте очень немного. Самый лучший способ проверки качества – это бросить несколько икринок в кипяток. Настоящие оставят в воде белесый шлейф и формы не потеряют, а просто сварятся, а искусственные икринки деформируются и растворятся в воде. Очень часто подделываются специи и приправы – перец, корица, ваниль и особенно шафран. Его добывают из цветов крокуса, которые цветут всего 10 дней в году. Чтобы получить 1 килограмм шафрана, нужно обработать примерно 150 тысяч цветов, поэтому стоимость этой специи запредельно высокая. На рынке пряностей ловкие люди продавали подделки еще в средние века. Но если раньше клали посторонние предметы в мешки и клади со специями, то сейчас действуют еще циничнее. Зола вместо черного перца, толченый кирпич вместо паприки, семена бархатцев и сушеная свекла вместо шафрана – это наши дни. Возьмите себе на заметку, что никогда не стоит покупать шафран в молотом виде. Натуральный продукт, как правило, продают целиком, чтобы потребитель видел, что перед ним оригинальная специя, а не подделка. Фальсификат не несет моментального вреда для здоровья, однако его регулярное употребление приводит к различным болезням. Человек недополучает витамины и аминокислоты, которые нужны для обмена веществ. То же пальмовое масло усваивается хуже, чем молочные жиры. При этом в последнее время производители стали отказываться даже от пальмового масла, используя трансжиры, которые усваиваются еще хуже, а регулярное употребление этих самых трансжиров приводит к большому количеству заболеваний. Иногда только проведенные исследования и сложные лабораторные анализы могут определить состав продукции, ее безопасность и потенциальную пользу для нашего здоровья. Самостоятельно выявить подделку некоторых продуктов простому потребителю будет сложно, поэтому разумным решением будет покупать продукцию брендов с долгой историей и безупречной репутацией. Однако и здесь нам нужно быть настороже, потому что именно фирменная продукция чаще всего подделывается. Что ж, надеюсь, это видео было вам полезным и вы узнали для себя что-то новое. Всем огромное спасибо за просмотр!